Ноябрь 1973 года. Флорида, Титусвиль. Паула Хамрик, 22-летняя девушка, опаздывает в городской ресторан, где работает официанткой. Самый быстрый способ добраться в город – сесть в попутку, поэтому Паула решает воспользоваться автостопом. Она часто добирается до рабочего места именно таким способом. Водитель, остановившийся по просьбе Паулы, не вызовет у девушки ни малейших сомнений. Молодой веселый парень с удовольствием согласится подвести девушку к месту работы, ведь он направляется именно туда. Паула Хамрик исчезнет, так и не добравшись к месту назначения. В этот день ее ожидает ужасная смерть. Водитель, который так искренне улыбался и обещал ее подвести, окажется охотником за автостопщиками. Спустя 15 минут, как они выехали, он остановил свой автомобиль. Под дулом пистолета заставил девушку идти в апельсиновую рощу, где убил ее единственным выстрелом, как только они отошли подальше от дороги. Озлобленный душегуб прибегнет к акту некрофилии с уже бездыханным телом. Убийство станет первым из серии, что повергнет Флориду во тьму. 25 ноября 1973 маленький городок Титусвиль содрогнется от известий. Ранним утром женщина, прогуливаясь в апельсиновой роще, найдет обнаженное, частично разложившееся тело с завязанными руками за спиной. Это будет тело той самой Паулы Хамрик. Она не знала, что я собираюсь убить ее. В любом случае, она не могла защитить себя, ведь она была связана. В эти дни полиция Титусвилля будет поднята по тревоге. Их будет преследовать лишь одна мысль: кто так зверски поступил с Паулой Хамрик. Результаты аутопсии свидетельствовали о том, что Паула была убита выстрелом в голову, а после изнасилована. В профиле жертвы не было ничего, что могло бы вызвать подозрения. 22-летняя девушка без криминального прошлого. Тот, кто совершил это убийство, отлично ориентировался на местности. Он был уверен, что его никто не увидит и не услышит выстрел, что у него будет достаточно времени на то, чтобы спрятать тело. На этом зацепки у полицейских закончились. Никто из них не подозревал, что с этого убийства начинается путь серийного маньяка. Округ Титусвилля в 70-х насчитывал около полумиллиона жителей, и убийца находился где-то среди них. Не прошло и недели после первого убийства, как он снова в пути, хаотично выбирает жертвы среди молодых девушек и подростков. Я уже убивал и хотел попробовать эти ощущения снова. Я думал об этом целыми днями. Я проводил все больше и больше времени в поисках, чтобы вновь совершить убийство. Автостопщики были самой легкой добычей для меня. В одном из кварталов Титусвилля он встретил Нэнси Джерри. Ей всего 18, и она пытается уехать в соседний город, чтобы провести вечер в компании друзей. Я подобрал девушку, которая голосовала на дороге. Я проехал несколько километров и достал свой пистолет. Это было новое место, но все тот же сценарий. Душегуб заставил выйти девушку из автомобиля и вел ее в лесополосу, угрожая пистолетом. Одно мгновение, и он снова выстрелил. Маньяк раздел и изнасиловал мертвое тело девушки, а после неспешно скрылся. Труп Нэнси найдут через 10 дней после убийства, но из-за аномальной жары 73-го стадия его разложения будет очень высокой, что значительно затруднит работу следователей. Никаких существенных улик в месте убийства найдено не было, а расследование зашло в тупик. Пройдет всего лишь несколько дней, и число жертв маньяка вновь возрастет. Обнаруженное тело третьей жертвы в паре сотен метров от места убийства Паулы Хамрик в апельсиновой роще вновь содрогнет сердца жителей Титусвилля. Жертвой станет 14-летняя девочка-подросток Шерон Уимер. Причиной ее смерти стал одиночный выстрел в голову. Руки подростка были также связаны за спиной, как и у предыдущих жертв. Маньяк не испытывал угрызений совести, он вновь надругался над безжизненным телом. Всем без исключения было ясно, что эти убийства были связаны между собой. Жители Титусвилля были напуганы.
Многие из них выезжали и вывозили своих детей подальше от этого места. Родители встречали и провожали своих детей. Подростки собирались в компании, а душегуб чувствовал свою безнаказанность. Молодой парень, работающий электриком, уверен, что он вне подозрения. Он не оставляет следов, не имеет судимостей, ему всего 20, он женат и воспитывает маленькую дочь. Именно за этой сущностью и скрывается серийный убийца, а зовут его Бернард Джайлз. К концу 1973-го Джайлз убил 3. После каждого из этих убийств добряк Джайлз возвращался домой к семье и, как ни в чем не бывало, наслаждался мыслями о содеянном. Джайлз отдавал автомобиль жене, чтобы та могла поехать на вечернее занятие, а сам часами обдумывал совершенное днем, проводя время с дочерью. Я помню, когда она уходила на занятия, я чувствовал себя таким счастливым. Я был хорош. Я знал, кто я. Бернард с семьей проживал в трейлерном парке на восточном побережье Флориды. Никто из круга друзей или его соседей не подозревал, что этот добряк, всегда приходящий на помощь, на самом деле серийный убийца. Они выглядели счастливыми, радовались жизни, но в тот момент еще никто не знал о внутренних демонах Джайлза. Ничто не настораживало его соседей, ведь он был обычным семьянином. Его маленькой дочери Сильвии исполнилось всего 6 месяцев на тот момент, когда он начал совершать убийство. Джайлз был постоянно в поисках новой жертвы. Несколько раз приходилось так, что он подбирал человека, но не был уверен в том, что он сможет одолеть свою жертву. Поэтому он просто подвозил их к месту назначения, как и обещал. В один из дней Джайлз подобрал Кристу Мелтон, 17-летнюю девушку, голосующую на дороге. Он вновь провернул тот же сценарий, что и раньше. Связал ей руки и, угрожая пистолетом, вывез в лесополосу, где убил выстрелом в голову, а после вновь вступил в акт некрофилии. В 1974-м Бернард Джайлз чувствовал себя неуловимым. К тому времени он убил уже 4. Но у полиции не было даже намека на монстра, который за этим стоит. Полицейские продолжали патрулировать местность, разрабатывать все возможные версии, но они никак не могли помешать Джайлзу продолжать убивать. Полицейские старались зацепиться хоть за что-то, что могло бы привести к серийному убийце, но он не допускал ошибок. Пресса писала о найденных телах и зверствах, которые совершал маньяк. К путешествиям автостопом относились со страхом, хоть это и был самый быстрый способ добраться куда-либо. Его категорически не рекомендовали. Некоторые молодые девушки все же игнорировали эти просьбы, что и стало находкой для убийцы, который продолжал свой кровавый путь. Нескольким девушкам, которых подвозил Джайлз, невероятно повезло, и их ждала совсем иная судьба. Как только девушки начинали разговаривать с маньяком о своей семье и насущных проблемах, которые их тревожат, он уже не видел их в роли жертвы, а пытался им посочувствовать. Таким образом, нескольким из них удалось спасти себе жизнь. В январе 1974-го несколько девушек считались пропавшими без вести. Следователи принимают решение привлекать общество и создают поисковые отряды из волонтеров, надеясь на их помощь в поиске возможных тел. Так, 10 января один из отрядов, сплоченно работая вблизи апельсиновой рощи, где были найдены первое и третье тело, обнаруживает что-то светлое, похожее на волосы, недалеко от грунтовой дороги. То, с чем им пришлось столкнуться, повергло их в шок. Человеческие останки были слегка прикопаны землей, а череп виднелся сверху. Часть костей отсутствовала, а опознать тело на тот момент не представлялось возможным. Это была 5-я жертва серийного убийцы. Я не помню имен всех своих жертв. Я забыл их. Я забыл их имена, но не их лица. Криминалисты, прибывшие на место убийства, обнаружили рядом с останками ожерелье, благодаря которому удалось идентифицировать жертву. Ее звали Кэролайн Беннет. Девушке было всего 17. На следующий день, 11 января 1974-го, Джайлз планирует совершить новое убийство. Но в этот раз все пойдет не по его задумке. Ранним утром в курортном городке Кокуа, находящемся к югу от Титузвилля, две 15-летние девушки
девушки, Дарлин и Вики, решили прогулять школу и провести день на пляже. Школьницы прекрасно знали об убийствах в их районе, но все так же решили добираться до пляжа автостопом. Джайлз, увидев голосующих девушек на дороге, нарушил свои привычные правила. Он не колебался ни секунды, подобрав их обоих. Дарлин села вперед, а Вики сзади. Они были счастливы, ведь наконец-то кто-то остановился и подобрал их. Через несколько километров Джайлз меняет направление, вытаскивает пистолет из-под сидения и направляет его на своих пассажиров. Он заставил Дарлин связать руки Вики еще в пути, а как только они добрались до лесополосы, Джайлз, угрожая пистолетом, связал руки и Дарлин. Когда они углубились внутрь посадки, душегуб приказал остановиться и начал раздевать одну из девушек. Девушки попытались оказать ему сопротивление, после чего Джайлз пришел в ярость и попытался выстрелить, но промахнулся. В это время Вики начала убегать изо всех сил, что у нее были, а Джайлз в панике перезарядил оружие и снова выстрелил, но Вики была уже далеко. Серийный убийца нанес удар такой силы, связанной Дарлин, что та потеряла сознание, а сам бросился к машине. Я взял свою машину и поехал домой. Я знал, что мне нужно бежать. Мне нужно было куда-то уехать, покинуть этот район. В этот момент Вики смогла выбраться из леса и сообщить о случившемся полиции. Полицейские незамедлительно бросились к месту происшествия. Там они нашли Дарлин, но поймать маньяка по горячим следам не удалось. Бернард Джайлз, возвращаясь к семье, обдумывал, как ему сообщить о том, что они переезжают завтрашним утром. В тот вечер он понимал, что у полиции будет его описание его автомобиля и, возможно, фоторобот, но не знал самого главного. Детективы уже в курсе, как его зовут. Вики, находясь сзади в автомобиле, увидела кучку счетов на имя Бернард Джайлз и, конечно, сообщила об этом полиции, на что полицейские отреагировали молниеносно. Пока душегуб возвращался домой, группа захвата его уже поджидала. Примерно через 2 часа после попытки убийства 2 подростков Бернард Джайлз был арестован и доставлен в участок. Вики находилась в том же участке и давала показания. Но когда привели Джайлза, она с уверенностью заявила, что это именно он пытался их убить. Этот день стал невероятным подарком судьбы не только для подружек, которым удалось выжить, но и для детективов, ведь у них теперь был подозреваемый. Правда, показаний 15-летней школьницы было недостаточно, чтобы доказать вину Джайлза. Это было страшно, хоть я и знала, что он был пойман. Я боялась, что он сбежит и снова будет пытаться меня убить. Когда Бернарда Джайлза поймали, ему было 20. Соседи и друзья отзывались о нем положительно. Сложно было поверить в то, что невзрачный молодой парень, любящий отец и прекрасный семьянин, являлся тем самым душегубом, которого они выслеживали месяцами. Джайлз упорно отстаивал свою позицию, отрицая причастность к убийствам в Титузвилле. Однако длилось это недолго. В его автомобиле были найдены женские волосы. После исследования в лаборатории подтвердили, что волосы принадлежат Нэнси Джерри, что и заставило его признаться в ее убийстве. Теперь душегуб понимал, что прокуратура будет просить в суде о смертной казни для него. На самом деле детективы во время допроса продолжали говорить мне: «Ты же знаешь, мы казним тебя. Ты должен знать, что ты умрешь». Я помню, как однажды сказал им: «Да, ну и что?» В тот момент, когда Джайлзу было суждено закончить жизнь на электрическом стуле, его семья пыталась спасти его. Мой отец никогда не верил, что я могу быть невиновным. Он всегда был за смертную казнь, но на этом месте оказался его сын, его старший сын, которому грозила казнь. Наняв самого лучшего адвоката в округе, отец Джайлза спас ему жизнь. Бернард был воплощением зла, а вся пресса пестрила заголовками о его казни. Общество также поддерживало приговор. За несколько дней до суда адвокат смог выбить для него сделку. Оставив Джайлза в живых, прокуроры и общество получили бы признание во всех его убийствах, а также возможность изучать его повадки. Что движет вас вперед? Что в вашей жизни превосходит все остальное?
Для меня это было сексуальное убийство. В день суда состоялось соглашение. Джайлс раскрыл все тайны, признав вину в убийстве Паулы Хамрик, Шерон Уимер, Кэролайн Беннет, Нэнси Джерри и Кристи Мелтон, взамен получив приговор в виде 5 пожизненных заключений без права досрочного освобождения. Бернард жив, он все так же продолжает убивать за решеткой, изображая замученных обнаженных женщин на бумаге. And yet I can't remember doing these.